Всем привет! Сегодня я хочу вас познакомить, как я делаю средний фейд с помощью машинок с насадками. И здесь у нас очень удачно с вами есть борода. И так как меня в предыдущих видео девчонки просили показать, как я оформляю бороду, здесь я вам тоже наглядно покажу. Здесь не будет работы с опасной бритвой, здесь будет работа именно с окантовочной машинкой, которая подчищает в ноль. То есть будем делать с вами форму. Начинаем стрижку стоп-зоны. Стрижка у нас здесь равномерная. Что такое равномерное? Это каждая предыдущая прядь является контрольной для следующей пряди. 90-90. То есть натяжение 90, срез перпендикулярный тоже, опять же, 90. Как видите, я стригу методом pointing для того, чтобы сразу облегчить. Значит, вот сейчас, в данный момент, то, что я вам показываю, это я уже делаю проверку. Я простригла топ-зону. Значит, здесь вот, смотрите, у нас есть залысины, и поэтому здесь немножко вы меняете контрольную прядь. То есть для центральной части у вас будет, как всегда, да, по контрольной, то есть натягиваете, вторая будет контрольной, вы первую подтягиваете ко второй пряди, а там, где залысины, то у вас, получается, вы подтягиваете первую прядь к третьей пряди. Это для того, чтобы у нас сильно не укоротить у лица, чтобы не повторить вот форму залысины. После того, когда вы простригли и проверили топ-зону, вы подсушиваете волосы для того, чтобы вам удобно было работать машинкой, потому что машинку лучше использовать на сухие волосы. Потому что мокрые волосы будут цеплять, она будет неравномерно брать, поэтому вы подсушите волосы перед тем, как брать машинку в руки. Значит, здесь для машинки я использую 3 насадки всего лишь. Это будет у нас 6, 4,5 и 3. Так как у меня борода и пожелание клиента ввести стрижку в бороду, поэтому я заканчиваю стрижку именно насадкой 3 миллиметра. Значит, для чего используете расческу вот для первой насадки, для 6-миллиметровой насадки? Расческу вы используете для того, чтобы продлить вашу вертикальную линию, которую вы стрижете на висках. Начинаете с самой верхушки, не обязательно начинать прям снизу вести этой 6-миллиметровой насадкой, вы можете просто начинать сразу с середины. Я предлагаю вам именно эту технику, потому что здесь доработки получается гораздо меньше, если вы будете наоборот начинать снизу. Эта техника, вот этот вариант использования с большой, переходящей в маленькую, гораздо удобнее, чем начинать с маленькой и переходить в большую. Вот здесь вот мы с вами меняем насадку на 4,5 миллиметра. И продолжаем стрижку уже в середине. То есть у нас же с вами средний фейд, поэтому мы здесь уже идем растушевочку, делаем в самой серединке. Этой насадкой вы можете уже подчищать и снизу. Видите, я ее переворачиваю машинку и вверх, и вниз, и в сторону. Как угодно ее вертите, крутите. Главное, чтобы вы выполнили очень мягкий растушеванный переход. Фейд – это у нас с вами плавный переход, то есть тушевочка из одной длины переход в другую длину. Совершенно мягкий, никаких не должно быть ни углов, ни впадинок, ничего. То есть выполняете идеальный переход. Ну вот сейчас уже переходите к насадке 3 миллиметра. Это завершающая наша насадка для стрижки. И также аккуратненько делаете фейд, то есть аккуратненько делаете переход на нижней линии. Помните, этот фейд у нас с вами идет до затылочных бугров, так как у нас на затылочных буграх, скажем так, более точно, потому что средний фейд у нас располагается на затылочных буграх, не выше. Ниже, если вы будете делать, то это уже будет низкий фейд. У нас сейчас в данный момент средний.
Не стесняйтесь, голову клиента вы можете поворачивать, опускать, наклонять, как вам удобно. Лишь бы вам было именно комфортно, потому что здесь у вас должен быть идеальный, красивый, плавный переход. Поэтому не вы изгибаете свою спинку, а все-таки наклоняете клиента. Поберегите себя. Ну вот, доработав с насадкой 3 миллиметра, я перехожу к оформлению бороды. Я взяла уже окантовочную машинку. Как вы помните, окантовочная машинка подчищает в 0,01, там, например, допустим, миллиметр. То есть она практически счищает в ноль. И если человек у вас вообще дома не подбривается никаким станком, то это вообще идеальный вариант, потому что не будет раздражения. Потому что большинство мужчин все-таки подчищают себя и отращивают бороду. Подчищают, имеется в виду те места, которые у них заросли, именно машинками, потому что у них идет сильное раздражение. Так что вот это вот учитывайте. И машинка, вот эта окантовочная, она очень хорошо счищает. И практически получается, как будто вы подбрили. Обязательно посмотрите на своего клиента через зеркало, и вы тогда поймете, как ему нужно будет оформить бороду. Как правило, у нас растет растительность на лице неравномерно, то есть асимметрия. То есть вы должны бородой создать тоже идеальную форму. Вот видите, кстати, я сразу же дочищаю окантовочной машинкой затылочную зону. Я использую расчесочку, ставлю, видите, зубчиками вниз, для того, что, помните, у нас 3 миллиметра была последняя замыкающая, да, насадка. Так вот, окантовочная машинка с помощью расчески, если вы опустите зубчики вниз, у вас плавно переведет в ноль стрижку на затылке. То есть вы вывели в нулевую линию на затылке. Ну и заодно, естественно, продолжу вам про бороду. Вы посмотрели, когда на клиента, и вы тогда поняли уже, где нужно выровнять, где нужно убавить бороду, то есть создать идеальную форму. Там, кому нужно расширить бороду, соответственно, расширяете. Кому нужно вытянуть лицо, да, вы вытягиваете лицо. Открыть, закрыть, то есть вы выравниваете, именно смотря через зеркало. Вот я вам здесь показываю, но потом в итоге я все-таки поверну, потому что мне нужно видеть, что получается. Даже если вы на человека смотрите глазами, лицо в лицо, это одно. Через зеркало обязательно нужно смотреть, потому что зеркало всю правду говорит. Как я вам уже говорила из сказки «Светлое зеркальце скажи, ты всю правду доложи». Это действительно зеркальце наше, оно очень помогает, оно говорит правду, оно не искажает. Потому что глазами вы можете не увидеть вот эти нюансы асимметрии. А через зеркало обязательно смотрите и дорабатываете через зеркало. Затем я надела насадку на машинку, которая для стрижки. Одела насадку 3 миллиметра. И, как вы видите, я как будто бы причесываю этой насадочкой бороду. То есть я делаю плавный переход из длины в более короткую зону, которая у нас с вами переходит на виски и к шее. То есть, как вы видите, у меня молодой человек достаточно плотный, и у него есть и второй подбородок, и мне нужно вытянуть лицо, поэтому я убираю лишнее. То есть я перевожу этой насадкой очень плавненько, то есть я как бы делаю бороду более сформированной, более вытягиваю, более худой. Здесь расчесочка обязательно нужна, потому что вы также причесываете бороду перед тем, как начинаете стричь машинкой, потому что у многих борода кудрявая, и для того, чтобы распрямить волосы, чтобы не больно было клиенту, вы тогда как бы сначала причесываете и затем уже машиночкой дорабатываете. Но также расческа вам дает, опять же, удобное сведение зон. Если вам надо удлинить, то вы можете удлинить на длину расчески, на ширину обушка. То есть вот в этом плане как бы расческу обязательно используйте, не выпускайте ее из рук, потому что это, конечно же, рабочий наш инструмент, и с помощью него мы с вами дорабатываем, выводим именно к линии среза, то есть к линии окантовочной подводим, чтобы ничего лишних волосиков никаких не выбивалось.
Опять же повторюсь, смотрим мы с вами результат вашей стрижки через зеркало, проверяем идеальность, ровность, симметрию. Ну и как бы дальше, видите, я перехожу уже к доработке стрижки. То есть я свожу нашу височно-боковую затылочную зону с нашей топ-зоной. Здесь у меня идет доработка, опять же, прямыми ножницами. То есть я делаю мягкий переход. Когда вы все свои зоны свели и вам через зеркало все понравилось, значит стрижка ваша готова. Вы моете еще раз голову клиента, сушите, укладываете и желаете ему хорошего дня. Того и вам желаю.